Андрей Федорович, что бы вы могли сказать скептикам, которые 5 лет назад говорили, что это невозможно? Ну, скептики всегда были, есть и будут, потому что братья Райт создали когда-то первый свой самолет, а их дед был инквизитором, и за то, что люди пытались летать, он вообще-то на плаху отправлял, да. 5 лет назад, конечно же, было много скептиков, которые говорили, у вас не получится, вам не дадут, вас никто не примет, вам ничего никто не поможет, ну и так далее, так далее. Но мы верили в свои силы, верили в Анатолия Ильича Юницкого, и посмотрите, что произошло. И то деньги, которые получила компания на строительство всего этого, и сделать вот это все, ну, наверное, сегодня бы, если какой-то европейской именитой компании пришлось бы это все сделать, наверное, миллиардов 10 бы потратили, я думаю. А может быть даже больше. Все это сделано за гораздо меньшие деньги, благодаря Анатолию Ильичу Юницкому. А мы, конечно же, вот скептики сегодня говорят, ну не едешь ты еще 500 километров в час. Я говорю, ну ты бы хотя бы вот $10 бы дал бы, и все ваши скептики по $10. Ну проверить, да, вот все равно же там на пиво тратишь, на кофе тратишь. Ну дай $10 в развитие. Все равно потратил, да, и посмотри. И если вдруг получится, еще и акции получишь. Поэтому мое пожелание скептикам, что такое скептицизм? Это не понятие какой-то информации. Лучше всего взять и изучить. Изучить, что такое Skyway, что такое многоуровневый краудинвестинг, краудфандинг, да, что мы делаем, и все. И все скептизм пройдет. Но еще самый главный момент, если человек когда-то признал, что это все плохо, у нас же были такие люди, которые говорили, да вы пирамиду создаете глобального уровня, да, там нашли себе какого-то там пенсионера, который скоро уже отойдет, да, и деньги просто косите. Ну, говорили. Но посмотрите, пирамиды не вкладывают вот в такие вещи. Они не отдают, да? Пирамиды только ложат деньги к себе. Да, у нас есть маркетинг, и он многоуровневый маркетинг. Что здесь такого плохого? Все сегодня даже в банке программы лояльности, двухуровневые, трехуровневые. Нормальное явление, нормальное. Страховые компании тоже есть многоуровневая система, нормальное явление. Поэтому можно в это не верить, но лучше всего взять и проверить, взять и изучить. Это лучше всего будет. И самое главное, я скажу такую фразу скептикам. Верите или не верите, но это уже есть, и это уже будет 100%. Хотите или не хотите, это уже пришло. Поэтому можно не верить, можно как бы и дальше не соглашаться с этим. Но скоро настанет такой момент, когда однажды гужевой транспорт поменялся на автомобильный железнодорожный. И сегодня гужевой транспорт у нас только для развлечений. Да? Точно так, в ближайшее время, там 10, 15, 20 лет, да, автомобильный транспорт вот такого класса, да, он останется, ну, может быть, в истории. И еще там съездить до ближайшей станции, там, за вещами какими-то. Поэтому я считаю, что лучше понять сразу и прийти. Ну, если не пришел сразу, ну, потом в качестве клиента тоже хорошо. А так как мы будем строить еще очень много, да, почти 50 миллионов километров дорог, так что хватит и будущим поколениям этих скептиков. Это верно. Тем более есть возможность прекрасная приехать в Марьину Горку и всегда убедиться в том, что уже есть. А ваши ожидания от принятого закона, от принятия закона по краудфандингу? Ну, это очень здорово. Хочу сказать, что Россия в очередной раз показала, что в некоторых европейских странах не принят закон о краудфандинге, а в России принят. И он не просто принят как закон о краудфандинге, как товарный такой, да, а именно еще и акционерный краудфандинг. То есть человек может быть в доле. И нам радостно, что с нами работает и, скажем, советником у меня работает человек, который участвовал активно в разработке этого закона. И сейчас мы готовимся сделать одну из лучших краудфандинговых платформ в России по всем законодательным, потому что все, что есть, они будут переделывать. Там нужно будет нормы, регулятивные нормы выставлять. А у нас есть человек, который участвовал в процессе создания этого закона, и поэтому мы сделаем наилучшую платформу, я считаю. И наша задача не просто сделать платформу по краудфандингу, потому что есть там 3 момента, когда человек может вкладываться, а наша задача еще и встроить туда многоуровневую систему бизнеса, которой нет ни на одной площадке в мире краудфандинговой. Поэтому наши ожидания, мы готовы, мы с айтишниками мы разговаривали, уже есть команда, которая готова приступить, и с 1 января 2020 года в России вступает этот закон. Мы хотим, чтобы наша платформа стала не только в плане российской, так бы на Россию, территории России, но еще и международной. Но и повторюсь, нет еще ни одной платформы краудфандинговой в мире, которая бы
как-то встроила многоуровневый маркетинг. Мы будем первыми, как всегда. Замечательно, что мы первопроходцы. Но в этой связи на нас возлагается и большая ответственность. Какие нормы безопасности вы предприняли для обеспечения глобального инвестиционного портфеля в программе CryptoUnit? И знаю, что очень многое делается, и подробнее, пожалуйста. Да, мы перестраховались с самого начала. Я скажу, еще перед запуском программы CryptoUnit, потому что задавали вопрос, а вдруг, если не произойдет СТО, да, что мы будем делать тогда? Но мы сейчас готовим, опять же, вот глобальный такой инвестиционный холдинг. У нас выпущено 80, вернее, у нас есть заявка на выпуск 80 миллиардов акций. И если вдруг мы не пройдем СТО, в том виде, в котором мы хотели бы, ну, у нас будет просто инвестиционный холдинг, который будет заниматься этими же вещами. А на СТО будем выходить, значит, некоторыми такими локальными проектами, то есть там проектами, там, допустим, может быть, в финансовой сфере, либо проект какого-то адресного проекта Skyway, либо проектом, там, может быть, золото где-то добыча, либо проектом там создания какой-то, может быть, киноиндустрии, либо каких-то, может быть, софтов. То есть в любом случае мы будем выходить, но только, может быть, не глобальным портфелем, ну, если вдруг не получится, да, а непосредственными направлениями, которые у нас существуют в глобальном портфеле. А через инвестиционный холдинг люди будут все равно будут иметь то же, что и имели, скажем, при тех началах, которые мы заявляли, мы это прописывали, это будет. Благодарю вас. Инвестиции в себя – лучшие инвестиции. А в этой связи очень большое значение имеет обучение в Академии честного инвестора. Сейчас наверняка мы будем нуждаться в грамотных специалистах, которые будут помогать и внедрять все это. Скажу вам, что мы опять же вот с тем человеком, который нас консультирует в этой сфере, именно в России, в международных планах, мы будем готовить экспертов, именно специалистов, инвестиционных консультантов, уже регламентируемых государством. Это не просто вот при Академии частного инвестора, а регламентируемым государством, где имеются определенные нормы получения инвестиционного консультанта, и это будет вписываться в ту же сумму, которая есть. И самое главное, самая лучшая инвестиция – это инвестиция всегда в себя. И что хочу сказать, что здесь может быть вот с введением вот и выхода такого вот в мир с инвестиционным таким холдингом некоторый нюанс, который может случиться, что людям придется для того, чтобы продвигать нас на рынок, нужно будет стать обязательно инвестиционным консультантом. Да? И я предвижу, что люди скажут, ой, а раньше было лучше, да? Но, извините, мы же идем, расширяемся, значит, нужно учиться инвестированию, нужно быть квалифицированным инвестором, инвестконсультантом для того, чтобы и дальше еще скоростное расширение идти, расширение такое скоростное. И я считаю, что это очень здорово, потому что одна из целей Академии, которую я задумывал еще в 2011 году, это чтобы миллиард человек в мире прошли такое вот начальное базовое обучение по финансовой грамотности и инвестированию. То есть принести в массы просвещение по финансовой грамотности и инвестированию. И я считаю, что и вот с коллегами, кто в инвестировании давно, мы уверены 1000%, если человек вооружен знаниями по инвестированию, по финансам, по сохранению, приумножению средств, если у него забрать все деньги, он через время опять вернет еще больше. Поэтому я считаю, что и вот в плане опять же, краудфандинговой платформы, закона краудфандинга, мы опять же будем лидировать в том, что мы будем готовить инвестиционных консультантов, которые будут и в этом направлении двигаться. То есть наша задача быть, ну, по крайней мере, пионерами в этих направлениях. Будем ли мы все время первыми? Ну, время покажет, но, по крайней мере, пионерами мы будем 100%. Спасибо вам. От себя лично скажу, что я прошла обучение в Академии честного инвестора. Это сильнейшее обучение в моей жизни, и я еще раз благодарю Андрея за это. Благодарю вас за вопросы. Спасибо. Еще один вопрос к вам. Вы, как создатель программы CryptoUnit, человек-творец, у всех творцов есть своя муза. Откуда черпаете вдохновение и силы вы? Такой насыщенный график. Ну, во-первых, это семья, потому что, знаете, однажды, когда мне сказали, что если ты не найдешь свою любовь, то и денег у тебя будет мало. Хочешь много денег, найди свою любовь, найди свою половинку. Семья – это важный фактор вообще черпать много энергии, да. А второй момент – это, конечно же, творчество. Но здесь связано все. Если есть любовь, тогда и любовь, она создает толчок к творчеству. Нет любви и творческого потенциала никакого не может быть, потому что человек начинает летать, приземляться на землю, летать в облаках, думать, как заработать лишнюю копейку, да. А когда человек любит, и это искренняя любовь, это та половинка его жизни, то тогда это двигает на творческий потенциал. И если в семье все еще здорово, да, то творчество дает потенциал
в создании таких ноу-хау в элементах бизнеса, в элементах маркетинга, да, которые, может быть, вот для меня вот созданием CryptoUnit, это программа CryptoUnit, но мне казалось, это банально, все, наверное, этого могут сделать, но оказывается, потом мы выяснили, что даже именитые компании, им тяжело это сделать. Они говорят, это вообще ненормально, от этого уходят, да, а мы вот берем и это делаем, и это нормально. Потому что, ну, мы сумасшедшие такие, обезбашенные, да, и мы хотим, то, что мы хотим сделать, и я в первую очередь. И вот эти цели такие амбициозные, я хочу, да, а еще если есть любовь, семья, то это все помогает еще взлететь на небывалую высоту. Спасибо.